Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня в текущем видео будем с вами разбирать интересную тему астрологию болезней, конкретно для вашего знака зодиака, ну или в целом можно это квалифицировать как психосоматика болезней. Почему именно через астрологию и через Таро? Потому что, в принципе, если копнуть глубоко, то еще в 460 году до нашей эры Гиппократ говорил о том, что врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. По какой причине? Потому что влияние тех либо иных планет, их аспектация четко могут указывать на проблемы и заболевания тех либо иных органов. Конечно же, современная медицина не прибегает к помощи астрологии, однако астрология по-прежнему способна дать ответы на многие вопросы, которые касаются здоровья. Что мы, в принципе, с вами можем взять полезного, анализируя вашу натальную карту? Почему я сейчас все-таки делаю акцент на натальной карте? Потому что сейчас информацию, которую я подаю, она будет общей характеристикой заболеваний, которые свойственны вашему знаку зодиака в большей степени. Это не значит, что этими болезнями не болеют представители других знаков зодиака, но вы чаще и, может быть, в более жесткой форме. Но самым корректным, правильным и более точечным способом это будет расчет вашей натальной карты и, конечно же, его анализ. Анализ этой натальной карты с целью выявить, какие у вас заболевания, какие у вас проблемы и на чем вам необходимо сделать акцент. Прежде чем начать анализировать состояние здоровья, вы должны понимать, что нельзя ориентироваться только на один солнечный знак. То есть Солнце у вас в Тельце, соответственно, вы Телец. Мы, помимо всего прочего, должны еще смотреть на другие факторы гороскопа рождения, чтобы выявить предрасположенность к тем либо иным заболеваниям. А именно, мы должны смотреть, какой знак у нас идет в оппозиции к нашему солнечному. Для нас это в первую очередь 8-й дом, потому что у нас идет, как вы знаете, Скорпион и Телец. Вот ось 2-8 домов. Далее, это асцендент, либо иными словами восходящий знак, потому что асцендент у нас во многом определяет нашу внешность, наше общее физическое состояние, назовем так, наше здоровье. И, конечно же, знак зодиака, который может содержать стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет в определенном знаке. И астрологические дома, которые нам четко могут рассказать о тех либо иных проблемах. Мы зачастую всегда анализируем ось 2 и 8 домов, а также 6 и 12. Почему именно их? Давайте разбирать. У нас 2-й дом в первую очередь отвечает за наши ресурсы, за нашу энергию. Потому что 2-й дом связан с энергетикой и энергетическими нарушениями. Каким образом? Во-первых, если вы, скажем так, не то что верите в это, но прочувствовали это на себе, или у вас были такие прецеденты в жизни, это могут быть энергопробои. То есть это может быть наличие деструктивных программ. Если даже их откинуть и не брать во внимание, то 2-й дом – это та энергия, то состояние здоровья, которое, по сути, мы заслужили сами. То есть нашими действиями и отношением к нашему телу. Потому что 2-й дом – это то, как мы сами о себе заботимся. 2-й дом – это наш ресурс как индивида. Иными словами, как мы соблюдаем режим дня, вопросы питания, физические нагрузки и прочие факторы, которые позволили бы улучшить качество нашей жизни и наше состояние здоровья. 8-й дом – это наследственность, то есть то, что нам идет от родителей. То, что мы, по сути, повлиять не можем, но можем это скорректировать или каким-то образом пытаться с этим жить. Потому что многие из нас рождаются с теми либо иными заболеваниями. 6-й дом – это, в принципе, уже идет здесь выражение болезни как таковой. Хоть и говорится, что по 6-му дому у нас проявляются эмоциональные нарушения, и как следствие здесь мы уже видим по 6-му дому это манифестацию болезни, то есть ее выражение в физическом теле. Что же такое 12-й дом? А 12-й дом у нас с вами непосредственно отвечает за карму. Потому что 12-й дом – это хронические заболевания, это пребывание в больнице, это скрытые заболевания, которые, возможно, изначально нам не видны, но потом, скажем так, проявляются неожиданно.
Эти заболевания могут диагностироваться крайне поздно, и это связано с тем, что мы очень долго их не замечаем. Поэтому вот с 12-м домом чаще всего проблемнее складывается ситуация. Опять же, по 12-му дому проходят вопросы инвалидности. Еще раз делаю акцент, что второй дом – это то, на что мы можем повлиять, поэтому для нас это крайне значимо. Потому что здесь мы можем регулировать запас нашей жизненной энергии, выявить причины наших заболеваний. Соответственно, скорректировав их, можем подровнять качество жизни. Ну а также для нас важен еще первый дом. Почему? Потому что зачастую по первому дому, поскольку первый дом у нас отвечает за наше «я», нашу внешность, наше выражение, то по первому дому у нас зачастую происходят травмы, то есть то, что видно внешне, визуально. Потому что, как правило, это изменение формы физического тела. То есть это могут быть шрамы, это могут быть какие-то увечья, которые видны визуально. Итак, приступим. Будем смотреть, будем анализировать, перепроверять данную информацию на картах, и, в принципе, делать для себя какие-то выводы. Тельцы, что могу сказать о вас? Вы, как второй знак зодиака, вы воздействуете на горло, шею человека, легкие, носовые пазухи и нижняя часть головы, то есть это нижняя челюсть, уши. Потому что в целом вы, скажем так, коррелируете эти органы. Хотя, несмотря на тот факт, что вы, и все астрологи об этом говорят, что тельцы, как правило, отличаются хорошим здоровьем благодаря гармоничной связи между Венерой и телом человека. Но, тем не менее, тельцы подвержены различным инфекциям, не меньше остальных. И здесь проблема заключается в том, что вы пренебрегаете собой, вы теряете баланс. И ваши голосовые связки, миндалины, они поражаются первыми. Очень часто вы можете быть беззащитны перед кашлем, простудой. Зимой вам вообще особенно необходимо заботиться о своем здоровье. Потому что здесь, если мы будем смотреть и анализировать, вы, в принципе, не то чтобы подвержены перепаду температур, но любые какие-то малейшие изменения или ситуации, когда вы перемерзли, простудились, переохладились, у вас будет идти влияние на горло, то есть на носоглотку в целом. Помимо всего прочего, тельцы страдают от нарушения пищеварения, обмена веществ, потому что щитовидные железы находятся под влиянием тельца. Отсюда необходимость в ежедневных дыхательных упражнениях. Почему? Потому что практики йоги, бхастрика, или какие иные типы дыхания, или, может быть, практика бодифлекс, наверняка вы такое слышали, они как раз помогают вам насыщать клетки вашего организма кислородом, и, как следствие, у вас активнее идут процессы циркуляции и идет улучшение вашего метаболизма, обмена веществ. Помимо всего прочего, если мы будем смотреть, у вас есть большая способность к сопротивлению болезней, но только в том случае, если в вашей жизни все гармонично. Почему? Потому что управительница Тельца, планета Венера, это богиня красоты и гармонии. Что значит гармонично? То есть вас не должны раздражать такие факторы, как отсутствие уюта, отсутствие красоты, гармонии, отсутствие финансовой стабильности. Это все то, что будет вас вводить в состояние стресса, как следствие подрывать ваш иммунитет и как психосоматика сказываться на вашем здоровье в целом. Потому что, еще раз говорю, если у вас нет этой гармонии, вы сразу можете впадать в депрессию или просто в стрессовые состояния, и как следствие сопротивляемость вашего организма, она очень сильно снижается. Поэтому все спутники стрессовых ситуаций, переутомления для тельцов – это ларингиты, фарингиты, ангины, то есть иные любые прочие горловые недруги, проблемы щитовидной железы. Это все верные спутники тельцов. Более того, горло нередко становится очагом инфекции для всего организма. Поскольку, если еще анализировать в целом, тельцы, мы отличаемся такой крепким телосложением, как девушки, так и мужчины.
одной из проблем может быть лишний вес. Вы начнете писать, я знаю, у меня такие клиенты тоже есть, что есть тельцы с идеальной фигурой, более того, сами являются тренерами, то есть проповедуют и ведут здоровый образ жизни, и там не то, что к фигуре не подкопаться, там все идеально. Но в этом тоже кроется одна побочка, о ней расскажу немножко позже. Так вот, для большинства представителей знака зодиака Телец характерен лишний вес. В некоторых случаях вопросы преддиабета или сахарного диабета, любые виды отклонения заболеваний щитовидной железы. Кроме того, тельцы склонны к заболеваниям половой сферы. Почему половой сферы? Потому что мы всегда смотрим на знак, который у нас находится в оппозиции. Скорпион. Наш знак антагонист. Иными словами, поскольку по Скорпиону у нас планета Плутон отвечает за все, что связано с половыми органами, соответственно, у Тельца, не у всех, но в единичных случаях это тоже может проявляться. В целом, ваш знак зодиака отвечает за уши, горло, шея до плеч, нижняя челюсть. Для девушек, я понимаю, это, наверное, актуальное, будет важно. Могут быть такие моменты, как кольца Венеры или проблемная кожа в области зоны декольте, поэтому вам придется за ней в большей степени ухаживать, может быть, делать какие-то инъекции, процедуры, то есть то, что вы для себя считаете нужным. Ну и, конечно же, если еще помимо всего прочего у вас 2-й или 8-й дом в Тельце, то отиты будут постоянно. Помимо всего прочего, если мы будем смотреть, за что отвечаете вы, за тембр голоса. Не могу сказать за всех тельцов, но тем не менее у большинства тельцов такой, знаете, более глубокий тембр. Тембр голоса или голос такой мягкий, глубокий, знаете, я говорю, приземленный. Помимо всего прочего, телец отвечает за мозжечок. Что характерно для тельца? Для тельца, как для представителя 2-го дома, характерны, конечно же, еще меланхолии. Вам ни в коем случае нельзя впадать в состояние апатии, хандры, лени, застой, иначе это то, что вас будет убивать. И здесь нужно сделать акцент на ситуацию, чтобы вы не впадали в крайне такое апатичное состояние, потому что оно может привести к неврозу. Потом, как следствие, это могут идти нарушения нервной системы и речи. То есть, если в прямом смысле слова, вам нужно беречь свою голосовую, слуховую систему, а также следите за тем, чтобы ваша реакция на разные проблемы не была измерной или излишне эмоциональной. Потому что нервная система, она напрямую зависит от внешних раздражителей, и без нужного контроля над собой любые факторы могут легко вас вывести из равновесия. При частых повторах таких ситуаций, конечно же, это может привести к серьезному расстройству нервной системы. Как ни парадоксально, но в большинстве одна из рекомендаций для того, чтобы заняться профилактикой болезней горла, услышьте только меня правильно. Первое, это, конечно же, не перенагружать голосовые связки, поэтому если вы коуч, лектор, оратор, педагог, репетитор, то есть вам здесь нужно выстраивать таким образом гармонично график, чтобы ваши голосовые связки не перенапрягались. Но опять же парадокс. Если вы чувствуете какое-то легкое недомогание, то есть фарингит, ларингит, вы принимаете соответствующие меры, принимаете там гомеопатию, пьете чаи, и вам необходимо петь. Почему петь? Потому что вибрации голоса положительно сказываются на вашем организме. Это, в свою очередь, я понимаю, что вам это может показаться удивительным, но это смягчает кармическую предрасположенность к заболеваниям. Помимо всего прочего, вам очень часто нужно заземляться. Что позволяет вам заземляться? Это работа в саду, это выращивание цветов, это занятие огородом, это практика той же йоги на земле, это просто чаще лежать на земле или опереться на дерево и почувствовать прилив сил. Опять же, это материальное. Это шопинг, это зона комфорта. Почему? Потому что астрологически у тельцов самая сильная планета Венера. Она отвечает за любовь, деньги, комфорт. А самая слабая
планета для представителей знака зодиака Телец – Плутон, потому что в покровительстве Плутона идет риск трансформации, изменений, ну то есть то, что все проходит по противоположному знаку, по Скорпиону. И вот с одной стороны, если тельцы недополучают комфорта, они пребывают в постоянном напряжении, начинают заболевать. И болезни людей, рожденных под этим знаком зодиака, они коррелируются деньгами. Вот я вам серьезно говорю. Когда у вас есть материальный достаток, у вас включается защитная функция. Каким образом это работает? Во-первых, вы перестаете переедать. Вам не нужно ощущение дополнительной защиты, потому что лишний вес – это всегда фактор «я хочу себя защитить». Поэтому одна из первых таких вот моментов. Во-вторых, когда у вас все в порядке с деньгами, с заработком, с финансовым каналом, с зоной комфорта, то, в чем вы находитесь, вам обязательно нужно находиться в уюте, в красоте. Это позволяет вам настолько поднимать и раскрывать уровень ваших вибраций, что это не позволяет вам лениться. То есть вы начинаете трансформироваться, меняться, что-то делать. То есть вы не застаиваете энергию, а ваша энергия работает вам в плюс. Поэтому, с одной стороны, нам, почему говорю нам, потому что я тоже телец, нам крайне важно поместить себя в зону комфорта. И всего должно быть достаточно. Еды, денег, безопасности. С другой стороны, если мы будем постоянно в зоне комфорта, у нас будут появляться проблемы с половой системой, так как именно за нее отвечает Скорпион. Поэтому крайне важно соблюсти баланс комфорта и дискомфорта. Скажете, как же этого можно добиться? То есть вы не должны останавливаться на малом. По принципу, то есть я заработал, мне хватает, можно успокоиться. То есть ваша основная концепция, как многие это неправильно видят, коррелируют или смотрят на эту ситуацию, что когда что уже нажрешься, когда тебе хватит денег, нет. Для вас постоянно должна быть как бы новая планка в плане каких-то земных материальных достижений, потому что вас это заставляет выходить из зоны комфорта, развиваться, двигаться. И более того, вам крайне показано, не активный прям такой вот физический спорт, а прогулки, йога, пилатес, то есть какие-то более спокойные физические нагрузки, которые центрируют вашу энергию. То есть это очень важно понимать. Теперь то, о чем я говорила, да, те, кто занимается профессиональным спортом, что же у вас? У вас идет перекос. Почему? Потому что, как правило, у тельца у нас не бывает полумер, да, там вот где тонко, там сразу порвется. Поэтому здесь нужно вот аккуратно ко всем этим вещам подходить. Если вы в чем-то делаете перегиб, у вас сразу будут вылетать остальные системы. То есть те, кто интенсивно занимается вопросами здоровья, то есть вы слишком себя загоняете, знаете, как вы свою энергию не заземляете, вы слишком ее уплотняете. И как следствие потом могут быть доброкачественные какие-либо образования. Поэтому в вашей жизни обязан быть спорт, но в меру. Никаких перегибов и сверхпрофессиональных нагрузок, или как некоторые идут в это с фанатизмом, знаете, как не то, что даже ни дня без спорта, а иногда какого-то ставят себе мегапланку, пытаясь ее достичь, и тем самым вы нарушаете энергообмен и усугубляете ситуацию. В целом, если мы просто, скажем так, с вами посмотрим, вы должны понимать, самое главное для вас – это отсутствие стресса. Почему? Потому что основная проблема тельцов в том, что вы не там и не пессимисты, и не оптимисты, вы реалисты. И вот эта черта проявляется в нас особенно ярко, потому что вы всегда просчитываете на несколько позиций вперед. И вот, допустим, вы понимаете, что заболеваете, а в вашем случае одно заболевание за собой тянет другое. Поэтому к профилактике болезней тельцу нужно относиться крайне ответственно и обязательно принимать все меры, чтобы пресекать болезни сразу на корню в самом начале, не давая им усугубляться. Потому что если телец собирается болеть, он болеет, то болеет он так
затяжными такими периодами и очень тяжело. Помимо прочего, обратите, пожалуйста, внимание на вопросы остеохондроза, на варикоз и травмы лодыжек. Поэтому здесь и вообще наша ахиллесова пята тельцов – это склонность к чрезмерности. То есть это может быть слишком много есть, пить, курить или, как я говорю, даже заниматься спортом. Вот здесь нужен баланс, потому что любой перекос, он сразу нарушает энергетические обмены в нашем организме. Поэтому йога, заземление, гармония, уверенность в завтрашнем дне, финансовая стабильность – это, по сути, лучший щит для тельца от болезней. И самое главное, что мы делаем, это своевременная и актуальная активация голосовых связок, когда вы ощущаете непосредственно какое-либо начало болезни. Сейчас я все-таки посмотрю здесь второй дом, буду сейчас анализировать. Ну вот смотрите, второй дом. У нас здесь ложится 4 чаш. Это, по сути, как бы вы сами. То есть депрессия, апатия, ваше все. Вот этому нельзя поддаваться. Потому что что такое второй дом? Я вам объясняла. Это индивидуум. И от вас зависит, какой период времени вы будете находиться в состоянии апатии, лени, хандры. Вам нельзя поддаваться этой ситуации, этим сиюминутным слабостям. Все мы люди, конечно, нужно иногда похандрить, отдохнуть, но вы должны себе ставить там четко планку максимум день, потолок 2, и на этом завязываем, потому что это то, что вы можете контролировать. Если вы пускаете ситуацию на самотек, она усугубляется, то вот потом вылазит психосоматика по всем болезням, и вам потом крайне сложно будет это преодолеть, поэтому имейте в виду. Давайте смотреть с вами 8 дом. Что по 8 дому по вопросу кризисных ситуаций. Здесь ложится паж чаш. Сейчас объясню, что это такое. Что такое у нас ось 2-8 домов? Это у нас кризисные ситуации. То есть это могут быть и клинические смерти, и опасные случаи, и по 8 дому насильственная смерть проходит и прочее. Или, в принципе, какие-то ключевые факторы, которые нас могут убить. Что такое в этом случае паж чаш? Это называется меньше ешь, меньше пей. Имеется в виду алкоголя, да, или чего-то такого. То есть основным моментом, который может фактически тельца убить, это вопросы питания, вопросы пищеварения. То есть вот это кризисные ситуации, которые на вас могут повлиять. Помимо всего прочего, паж чаш, когда проходит по 8 дому, это вопросы интоксикации, перегиб. То есть это может быть от алкоголя, от, знаете, как нескоррелированного приема медикаментов, когда вы что-то сами себе там поначитывались, поназначали, и все в куче принимаете, и оно дает побочку. Еще, ну, как я вам говорила, это для кого-то, не дай бог, прием наркотических веществ. И такой момент, как ни странно, но обратите внимание, вам нужно аккуратно пить вообще воду. Почему? Потому что здесь это как поперхнуться. Может быть такой момент и для тех, кто по 8 дому. То есть это еще должно быть такой, как рекомендация, это тщательное пережевывание пищи. И как следствие, очень такое осмысленное ее употребление. Анализируем с вами 6 дом. Что по 6 дому? По 6 дому рыцарь мечей. Что такое у нас 6 дом? 6 дом это вот когда мы самооценировали и сработала психосоматика. То есть, если вас накрыл серьезный какой-то стресс, какая-то ситуация, вас это сразу фактически выбивает из колеи. Потому что по рыцарю мечей это когда накрывает резко. То есть вы, допустим, перенервничали, может подняться и температура, и, в принципе, самочувствие непонятно что, зачем и почему. То есть вот так будет реагировать ваше тело. Рыцарь мечей – это, знаете, какие-то острые ситуации или острые моменты, которые вы предвидеть не можете. И как ни странно, что такое само по себе рыцарь мечей? Рыцарь мечей – это агрессия, это гнев. Вот сейчас хочу донести до вас такую очень важную и тонкую вещь, чтобы вы меня услышали. Я даже дотянула аркан, 5 жезлов, чтобы вы понимали, о чем здесь будет идти речь. Если у вас уже с кем-то случился конфликт, конфликтная ситуация, вам нельзя молчать.
вам этот гнев, ну, фактически нужно выплеснуть наружу. То есть, если вас оскорбили, задели, ущемили. Почему? Потому что рыцарь мечей, пятерка жезлов – это бороться, это дать отпор. Но если вы видите, ну, допустим, назревает какая-то чужая конфликтная ситуация, или кто-то пока еще, скажем так, не переходя на личности, но провоцирует вас на конфликт, избегайте этого всяческими путями, потому что здесь действительно такая двоякая ситуация. Если вас оскорбили, вы промолчали, вас это разрушает изнутри, но если вы сами ввязались в то, что вам не нужно, ваш гнев также вас будет съедать изнутри. Парадокс, но факт. Да, вот это работает так полярно, поэтому здесь очень тонко нужно выверить эту грань. Сложно, но тем не менее со временем вы научитесь. И давайте с вами посмотрим, проанализируем 12-й дом. Что по 12-му дому? Что по 12-му дому? По 12-му дому у нас здесь ложится туз мечей. Что такое туз мечей? Поскольку у нас 12-й дом отвечает за какие-либо травмы, то это могут быть порезы, переломы, это могут быть шрамы, это может быть в течение жизни действительно много хирургических вмешательств, начиная даже от вопросов там кесарева, может быть какие-то там плановые операции или даже пластические операции. Но, опять же, дотяну для вас здесь аркан, чтобы раскрыть его в полной мере и понимание, да, этого 12-го дома для вас. Здесь ложится аркан Иерофант. Ваша основная задача – не доводить себя до острых ситуаций, когда уже проблему нельзя будет решить, кроме как хирургическим путем. Потому что туз мечей и, как мы видим, жрец – это хирургическое вмешательство. Это уже помощь со стороны врача. Каким образом вы это можете проработать, эту психосоматику? Через духовность, потому что туз мечей – это сила разума, сила интеллекта, это духовное просвещение, понимание причинно-следственных связей, законов бытия и, как следствие, грамотное распределение, расставление акцентов в своей жизни. Поэтому вот так. Больше вам духовности, больше мудрости, больше понимания, и тогда действительно все в вашей жизни вы сможете изменить в лучшую сторону. Мои хорошие, вам здоровья, счастья, процветания, успеха. Мне будет крайне приятно почитать в комментариях, действительно ли с вами резонирует эта информация. Я понимаю, что это общая характеристика для вашего знака, и в большей степени она актуальна будет для тех, кто по Солнцу и по асценденту является Тельцом одновременно. Но, тем не менее, я думаю, всем будет интересно почитать и проанализировать, созвучно ли то, что я вам сказала, с тем, что у вас есть в жизни на самом деле. Поэтому благодарю вас за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.